Друзья, я всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Сегодня мы находимся у меня в гараже. Хочу вам сегодня показать находки, которые остаются после копа. То есть то, что оседает, скажем так, что не уходит на цветной металл, что представляет какую-то ту или иную историческую, может где-то и материальную ценность. Особо впечатлительных сразу хочу сказать, что никаких запрещенных предметов, а также предметов, которые хотя бы близко похожи на запрещенные предметы, у меня нет. Все, что с этим связано, я стараюсь обходить стороной. Обхожу это за километр. И всех тех, кто увлекается поиском, и не только, я призываю делать то же самое. Не тащите домой в гаражи всю эту дрянь, срань с лесов и полей, которая может попасться на вашем пути. Это опасно. Соблюдайте закон страны, в которой вы живете. Соблюдайте закон Российской Федерации. Ну что, давайте по порядку посмотрим то, что у меня тут есть. Давно я уже не проводил ревизию. Посмотрим, что у меня тут скопилось. Сразу скажу, что гиперценных вещей, каких-то экстравагантных, скорее всего, вы тут не увидите. Это то, что попадается среди повседневных находок и более или менее подходит под то, чтобы его положить хотя бы на гаражную полку. Так что давайте посмотрим. Начнем вот с этого ящика. Здесь у меня, тяжелый он, конечно. Подниму я его или нет. Здесь у меня всяческая конина. Ой-ой-ой. Рулетка упала. Бах. Конина и прочая бронза. И рулетка. Вот это вот. Она тоже попалась сюда. Разваливается. Вот так вот она открывалась. Крутилась в разваливающемся корпусе. Ну, цветные части латунные. Вот этот привод сохранился. 25 метров. Номер. Как вы видите. Вот это вот отвалилось на ваших глазах. Так вот это вот открывалось и крутилась. Сама она стальная. Сама лента рулеточная. Так, пойдем дальше. Вот это колесо знаменитое, полностью бронзовое, вверх-вниз. Видео популярное на канале про то, как на высохшем озере мы его откопали. Скорее всего, его использовали как груз рыболовной сети. Потому что она тяжелая, и от нее такие веревки тянулись. И вроде бы даже капрон какой-то типа, под рыболовную сеть. То, что использовали. Так, ступичные гайки. Конина. Вот это вот горелка. Гайки. Конины. Краны, которые жалко в металлолом запускать. Всякие самоварные, бочковые причиндалы. Тоже от конской упряжи. Те знаменитые ручки утюгов. А вот, кстати, и утюг. И вот тут вот одну такую ручку не мешало бы заменить. Потому что, видите, она в каком состоянии. Может, и замену надо будет сделать. По размеру подобрать. Так. Такой вот огромный кран. Вот это тоже что-то лютое. Это шпора, похоже. Точнее, шпора вот тут вот
крутилась. А вот это вот к обуви крепилась. Здесь у нас аккумуляторные дела. Вон какая конина. Вот они. Вот какие. Ну вот и все в таком духе, как вы понимаете. Всякие гайки. Видите, какие интересные. Вот такой мини-кальянчик какой-то. В основном конина здесь у меня. Так, ладно. Идем дальше. Дальше вот зимой этой такая тарелка попалась мне с клеймами. 37-й год. Эйнтруп. Сразу скажу, друзья, что данное видео не несет ничего общего с пропагандой ужасов войны. Предметы и какие-то элементы атрибутики демонстрируются исключительно как часть истории, часть исторического процесса. И ни в коем случае не являются пропагандой. Подковы на обувь. Это вот жировница, она же маргаринница, ну точнее две ее части. Крышка лопнувшая и нижняя часть. Электрика. Кабельная муфта с куском провода. Это хлорница. Это где-то год назад выкапывал. Мотометр. Мерить давление в шинах. Вот эти вот бирки попадались, помню. Уже не помню где, правда. Они там. Тридцать 39-й год. Так, достал гирьки, все, которые увидел. Посмотрите, какая замечательная. Вся в клеймах. Кроме них еще вот тут стальные у меня стоят. Но я их выдергивать не буду. Они так все чищенные тоже. Тут еще копятся те, которые почистить надо. Вон их сколько. Вон они. Так, ну давайте посмотрим. Так, а где-то у меня еще очень маленькая. Еще очень маленькая, куда-то ее уронил, не вижу. Ну вот эти все с одного набора. Это мы с Тимуром копали в Озерском районе, помню.
Такой наборчик. Здесь а-ля матрешка. Ну, они все подобные, похожие. Только клейма разные. Даже вот такая малышка. Чмекс. И вот такая вот. Ну, по гирькам примерно понятно. Хотел вам показать художественно разорванные гильзы. Посмотрите. Я уж не знаю, так оно само получилось или ее дорабатывали. Ну, то есть прям арт-объект готовый, если можно так выразиться. Вот это похуже, но тоже. Что ж, идем с вами дальше. Вот они пошли, как вы говорите, подстаканник, но никакой это не подстаканник. Это вот от такой лампы наверху была, но это вот не, они не родные, это в разное время найденные находки. Эту можно выпрямить, конечно, при желании. Симпатичная вещь. А вот, кстати, колба. Кстати говоря, вот эта колба, это вот от этой. Так, пойдем дальше смотреть, что у нас в этой крышке котелка. Недавние часы, пряги и части пряг. Первая мировая, и т.д. и т.п. Увеличительное стекло. Снова пряги. Часы. Пряги. Зацепы. Вот это вот ленд-лизовская, если не ошибаюсь. Смятая пряга. Зацепы. И оловянные игрушки и солдатики. Как правило, солдатики без голов. Или же с таковыми. Посмотрите. Большинство без голов. Вот такой вот лот солдатиков, короче. Дальше у нас на подходе. Вот тут у меня отдельно лежит. Это я как-то выкопал. Так до конца мы и не поняли, что это было. Ну, смотрите, какая интересная вещь. Ну, вот как-то примерно такой вид имела. Видите, там кузнечики. В корнях дерева была. Помню, доставал ее. Похоже на серебро. Все это. Типа салфетница, может, была или что-то на столе стоявшее. Но так до конца и не поняли мы, что это было. Все сломанное, что очень жаль. Ползем дальше. Бляхи советского периода. Это мы копали металлолом.
короче, там типа свалка какая-то военная советского периода была. Там очень много этих блях попадалось. Вон они, посмотрите. Ну, не все оттуда, какие-то на поле где-то попадались. Это вот кокарда. От советской награды. Колодка. Всякие стекляшки. Интересные. Клейма. Магнитики можно делать. Это Первая мировая война, патриотика. Тут Криксмарины. Советские значки. Пряжки. А, вот такой вот Дедушка Хабр интересный попадался. Помню, напугал он тогда изрядно. Ну, короче, тут магнитики всякие. Дальше переходим к мелким безделушкам. Ну, вот тут у меня собраны всякие брошки. И все, что похоже на них. Такой эдельвейсик. Это от велосипеда. Вот этот вот на тему символов. Брошечка. Мальчишка на лодке. Вот это под янтарь. Тема запонка. Брошки. Для брошь. Паучок. От пояса. Снова брошь. О, какая скважина красивая. Вот уже была подобная. Вот они. Вот это на секундочку арт-линейка, наверное. Артиллерийские дела. Пойдем дальше. Вот это банка медицинская из аптеки в Каукемени, ныне поселок Ясное. Какая-то мазь была. Недавно было выкопано. Это тоже с недавнего копа. Тут у нас пробки. 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 Кусочек, по-моему, от пехотника. Баночка медицинская. Лошадка. Это велозвонок был. Часть кокарды. Партийник.
Зимняя помощь. И 1 мая. 1 мая, 1 мая. Подвеска какая-то. Святые какие-то изображены. На берегу одной дивной реки нашей области. Вот такие горелки выкопал. Go дальше. Так, тут у нас катафотные дела. Катафотно-икряные дела. Икра пошла. Вот они. Вот они. Вот такие вот. Зачем мне, конечно. Это вот надо повыкидывать. Которые еще более-менее целые. Можно оставить. Зажигалки. Помятые. Раз. Два. Рамка от чего-то. С названием населенного пункта. А жетон я пойду помою. Помыл жетоны, заодно и руки. 22 номер. Какой-то КС. Кёнигсберг. Колокольная тематика пошла. Такой вот раздавленный 16 номер, антуражный, для съемок фильмов. Вот этот вот с ремнем даже. А вот этот целенький. 9. И вот такие бубенчики. Виктория. Как-то на одном поле попался мне вот такой камень. И он довольно интересный. Как вот тут следы, как будто под пальцы. И мне показалось, что он... Его вот так вот держали. В одной руке и в другой. Не, вот так вот. Вот тут прям удобно так под пальцы все. Тесали что-то, может, первобытный какой-то. Но это не точно. Пойдем дальше. Так, вот это, кстати, тоже надо к вот этим вот катафотам положить. Это больше на эту тему. Так, тут ромбики, петлички, зимняя помощь. Часть жетона. Вот это вот прикол, конечно, ребят. Это местные калининградские копатели в популярных местах копа подбрасывают такие приколы. Ну, сами понимаете, да? Зацепы. Тоже часть награды. Жетончики. Всяческие. Зимняя помощь. Тоже часть жетона. Вот это не знаю, что было. Вот эта часть отсутствует. Что-то наклеено было. Ну тут кольца. Кольца в изобилии. Вот это вот на дверь.
набито было. Что-то типа прототип домофона, я так понимаю. Гайка. Жаль, ложка не целая. Из штаблака. Львы. Ремень подвеса кортика, наверное. Какие-то бирки. Вот это, наверное, шомпольная трубка. Кусочки янтаря. Вот это сделано из гильзы. То ли ручка, скорее всего, была письменная. '43 год. Ну, тут резьба снизу и сверху резьба накручивалась. Скорее всего, ручка была. Тут узорчики даже какие-то, видите. Вот это перо. Тоже письменная принадлежность. Тут что-то с надписями. Мундштук. Тут пара замочков. Вот эти вот. Тут и какие-то, что-то связанное с пряжей, вот эти вот дела. Шарики. То ли с рыболовными сетями, так и невнятно. Попадаются они на фундаментах, в домах и т.д. и т.п. Вот это, кстати, навершие ножен Люфтваффе, если не ошибаюсь. Алюминиевый подсвечник на тему окопного творчества. '43 год. Что у нас дальше? От спичечницы. Элемент ободоподшленника. Какая-то крышка. Это от кабельной муфты заглушка. Раз, два. Алюминиевые. Всякие металлопластичные дела. Лев какой. Это Ауди какая-то была. О, нифига, даже 3 вот этих. Какая-то бирка. На кабель, видимо. Франкфурт на Майне чего-то. Ой-ой-ой. Ручка сцепления, наверное. Это от Ганамага, наверное. Хономаг. Гайдау. Табличка с поселка Гайдау. Какая-то приспособа. Табличка еще одна. Снова табличка.
А вот это на болткосе была найдена спичечница. Вот она. Балтика, 1956. Киршт. Кто знает этого товарища, скажите, что я спичечницу его на болткосе нашел года 3 назад. Служил, наверное, там на Балтике у нас. Снова крышка какая-то. Электрика. Вот еще что-то. Какая-то шильда. 10 литров. Так, тут вот у нас еще спрятался разделчик небольшой. Эту тетушку я поменял не так давно. Так и непонятно до конца, что это. У кого есть видение, пишите в комменты. Ну, патина такая мощная. Это не знаю, похоже на фибулу, но какая-то громоздкая. Кольцо огромных размеров, моих 2 пальца влезет туда, таскал великан. Тоже кусок фибулист у нас охраняет пломбы. Блин, такая банка тяжелая вообще. Прикольно. Разнообразие пломб всяких, которые встречаются. Ну что, тут я вам все показал. Там еще животные подбитые за колоколом прячутся. Здесь вот всякие цепочки, канины, птичьи кольца. Птичьи кольца. И здесь у меня тоже вот есть. Здесь они висят. Рога тоже все на полях найдены. Вот это вот пруток серебряный, скорее всего. Поясок, смотрите, какой мощный валялся на краю поля, медный. Заготовка под поделку, под какую-нибудь. А вот это вот выкапывал. Думал, гривна, блин, серебряная. Весит, я не знаю сколько. Но вроде как нет, не гривна. Вот это тоже давно уже откопал. Рукоятка штыка от французской винтовки Шаспо. Пытались из нее нож мы сделать, ничего не получилось. Но рукоятка прикольная. Тоже давно уже. Бронзовая.
Тут вот фрагмент телефонной трубки, гири, динамо-машина полевого телефона. Кстати, из поиска нож на одном из хуторов выкопан. Тоже вот из такого поиска кто-то сделал. А это для писем, скорее всего. Ну, тут бутылочки, чернильницы. Вот это интересно. Такой кирпич огромный. Он с якорем. Якорь на нем изображен. На море откопан. Фишхаузен, бутылка. Что тут у меня еще? Уксусницы. А там крышки, по-моему. Да, это в Славском районе мы выкапывали. Крышки консервации. Вон их сколько. Эти с надписями должны быть. Да. Каких тут только нет. От варенья, от огурцов. В изобилии, короче. Что еще? Кирпич вот такой. Кстати, кирпич еще есть один прикольный. С территории психиатрической больницы Аленберга и бывшего гарнизона СС. Вот он. DDR. Тут всякий инструмент. Вот эта часть антенны, если не ошибаюсь. Топор, молоток. Вот этот тубус. И здесь у меня котелок подписанный. Вот это от консерв. Саперный топор. А вот это клепка. С палубы. А не с палубы, с корпуса Крузенштерна, парусника. Генерал ремонтировал его, меняли они там клепки. Вот у меня раритетная такая есть. Что еще тут интересного? Топор. Тиски. Подкова старая. А вот это вот ножны от... До конца так и непонятно от чего. А вот еще недавно мне подарили такой набор. Бах. Гирьки. Смотрите, какие малышки. Батюшки мои.
Original. Ну тут у нас ложки, вилки, все с копа. Совочек. Наковальня. Плитка, утюг, вафельница с рецептом. Здесь у меня топоры заточенные, завороненные, уксусницы. Такой вот тесак рубить с немецкого хутора. Ну и топорики разные. Такой пожарный топор, обломанный. О, мощняк. Этот вот молот прикольный тоже. Здесь мангал мне подарили. Подписчик Эдуард. Мангал еще не обкатали. Скоро, может, обкатаем. Тут все по технологии продумано. Чик. Решеточку сюда бах. Вот это вот кольцо. Это, конечно, вообще с этим кольцом. Кольцо называется «Месяц геморроя». Тащили мы его, одному богу известно как. Очень тяжелое, больше 100 килограммов. Так до конца и не ясно, от чего оно. На металл я его не сдам никогда. Потому что, мне кажется, это от бункера, от какого-то немецкого. Вот такой плуг еще есть. Это отца Сергия. Но лежит он у меня. Немецкий тоже. Тиски вот такие тоже восстановленные, полностью рабочие. И домкрат. Ну и каски тоже уже лежат. Черти сколько. Гниют. Тут тоже номер погнутый, нечитаемый. Хламье. Ну и самое главное, ребят. Самое главное. Бах. Вот она. Латунь. Ту, которую мы усердно собираем. Уже килограмм 10, наверное. Тут подковы. Тут медь у меня. Тут алюминий. Тут чернина. А, это вот с крайнего копа вот топор. Цветняшки надо разобрать. Короче, вот такая чепуха. Так, монеты, которые попадаются. Ну еще вот тут вот собирается
Кстати, думаю разыграть вот эту кубышку с монетами среди подписчиков. Ой, надо еще туда кинуть вот из последних. Тут у меня еще они отдельно лежат. Такие довольно-таки нечастые. Тоже сюда их. Опа. Следите за новостями, за видео на канале. Скоро объявлю конкурс, где будет разыгрываться кубышка с монетами. Все копанные лично мной. Там вот крышка от бочки 42-го года. А это, кстати, в коробке глубинник лежит. Нулевый, еще не использовал практически. Только тестировал. Ну все, друзья, на этом заканчиваем наш выпуск. Спасибо всем, кто посмотрел. Обязательно пишите комменты, ставьте палец вверх. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Задавайте ваши вопросы. Всем пока, до новых встреч.